Дорогие друзья, мы очень рады приветствовать вас на встрече с канадским композитором Аланом Гиллилендом. Это почетный гость нашего фестиваля, и поэтому, наверное, ваше приветствие в виде аплодисментов должно открыть нашу встречу. Впервые мы встречаем гостей из столь далекой страны, и, наверное, действительно нам есть о чем поговорить. Ну, наверное, можно начать с небольших вопросов, я начну задавать, а вы потом подумайте, может быть, что-то вы хотели бы тоже спросить. Давайте спросим Алана Гиллиленда, в каком возрасте и на каком музыкальном инструменте он начинал играть? Здравствуйте. That's all my Russian. That's it. That's all I've got. Это то, что я могу сказать по-русски. I started playing in what we call junior high school. I started playing trumpet, which would be we call it grade 7. Я начал играть в 7 классе. And so I pursued a career through junior high and high school. And I first wanted to be a professional trumpet player, and I was for about 10 years. И практически я играл, пока я был в школе, и продолжил свою профессиональную карьеру. And then later, in my late 20s, is when I got very interested in composition. И уже когда мне было около 30, я начал писать музыку. And so then I went back to school after that and got a master's degree and a PhD in composition. И после этого я закончил вуз по специальности композиторства и защитил диссертацию. Спасибо. Давайте теперь спросим о том, где сейчас работает Алан Гиллиленд. Мы знаем, что недавно он стал деканом факультета искусств университета МакЭван. Что он преподает и какие у него ученики? Sure. So right now I work at a place called Grant MacEwan University in Edmonton. В данный момент я работаю в университете. And I am the Dean of Fine Arts and Communications. Я являюсь деканом искусства и коммуникации. So in Canada, a dean oversees an entire faculty, and this faculty happens to include music, theater, fine art, communications, and journalism. В Канаде такая система, что деканы ответственны за театр, Music, театр, музыка fine art. и искусство. Спасибо. Алан, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь исполняли что-то из русской музыки? Или, может быть, у вас есть какой-то любимый композитор из числа русских композиторов прошлого или настоящего? Actually, some of my favorite composers are the Russian composers. Being a trumpet player, some of the best brass writing in orchestral repertoire is written by Russian composers. Вообще-то самые любимые музыканты, как правило, все русские музыканты. И вы знаете, что я играю на трубе. And so I've always loved Tchaikovsky, Stravinsky, Prokofiev, Rimsky-Korsakov, Rachmaninoff, all very, very favorite composers of mine. Я думаю, это понятно. Переводить не надо. Those words you understood. Алан, скажите, пожалуйста, в каких странах мира вы побывали? И в первый раз в России или нет? This is my second time in Russia. Это мой второй визит в России. I was here 5 years ago working with the maestro in the Capella Orchestra in St. Petersburg. 5 лет назад я был в Петербурге, работал с коллегой. But I've been lucky enough to have my music played in pretty much every continent except Africa. Я настолько мне повезло, что мою музыку играли практически на всех континентах, за исключением Африки. And so I've had a chance to go to most places to hear my music played. But this is exceptional to come all the way to Russia. And what's really special about this night is often
when a composer has a concert, you get one piece on the program. It's very rare for a living composer to have a whole night of music, of their own music played, which is a real honor. И мои концерты в России нечто особенное, потому что каждый раз у меня есть возможность как бы посвятить весь вечер моей музыке, отводится значительная часть моей музыки. Спасибо. Но если кто-то из наших слушателей готов задать вопрос, мы предоставим вам микрофон. Если нет, то продолжим беседу уже в начатом формате. Так, вот у нас появились вопросы. Алан, здравствуйте, меня зовут Екатерина. Скажите, пожалуйста, ваши произведения имеют интересные программные названия. О чем они и над чем они заставляют задуматься слушателей? Спасибо. Oh, all of them? Or maybe just Все о нем, все хотите произведения знать о чем? Или какие-то какие? Yeah, okay. So we're playing 5 works by me tonight. One of them is not originally by me, it's the Canadian National Anthem. Сегодня мы будем играть 5 произведений. Одно из них не является моим, и это канадский гимн. So of the other 4, one of them is called Dreaming of the Masters. Один из них называется «Грезы о мастерах». And I've written now 4 Dreaming of the Masters, each one a different concerto for a different instrument. Я уже написал 4 произведения в рамках «Грезы о мастерах» этого цикла. And this one you're going to hear tonight is a clarinet concerto. Сегодня мы будем исполнять кларнет, играть кларнет с оркестром. And the concerto is inspired by jazz masters of the clarinet. И вдохновение пришло от мастеров, которые играют на кларнете. And then the other 3 works, one of them is called On the Shoulders of Giants. И один из них называется «На плечах гигантов». And that one is dedicated to my parents. И я посвятил это произведение моим родителям. Specifically because I feel like I am incredibly lucky in my life, and I got to where I have by standing on the shoulders of the giants that are my parents. Потому что мне очень повезло с родителями, и я чувствовал их плечо и поддержку. And so that piece paints in music a number of the kind of energy that they of some of the jobs they did, like the work they did, like the energy that came from the work they did. И я как бы почувствовал эту энергию, которая пришла от моих родителей, то, что они для меня делали. So, for example, the first section kind of paints the image of my dad working down the coal mines in Scotland. Первая секция это о моем отце, который работал шахтером. And then one of the other pieces is called Always Be True. Второе произведение это «Будь всегда честным». And this piece was written for the hall that I write a lot of my music for in Edmonton, the concert hall. И это было написано для хора, для музыки, которую я исполняю в Эдмонтоне. And when they built the new concert organ, I wrote a piece in honor of the organ. И когда они сделали новый орган, я его открытие. Yeah. So that's a little bit of the pieces, yeah, that are going to be played tonight. Это то, что мы будем сегодня играть. Дорогие друзья, хочется вас предупредить сразу еще и о том, что в процессе исполнения своих произведений, между произведениями, Алан Гиллиленд будет выходить на сцену и рассказывать о чем то или иное сочинение. Поэтому об этом мы с вами сегодня еще услышим. Это было только начало.
Но если у вас нет еще вопросов, то я хотела бы, может быть, и вам это было бы интересно, спросить у Алана. Произведения каких жанров вам особенно интересны? Оперы, балеты, симфонии, концерты, пьесы? То есть какие жанры вы особенно любите в музыке? Oh, that's a great question. Хороший вопрос. Definitely orchestra at the very top. Однозначно оркестр. But I also love writing jazz, specifically for big band. I don't know if you call it big band here, jazz band, large jazz ensemble. Особенно мне нравится писать для больших групп, джазовых групп. Yeah. Those are my two favorites: Мои orchestra самые and любимые, big band. два моих самых любимых. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы уже побывали на репетициях, когда разучивались ваши произведения, познакомились с оркестром ульяновским, познакомились с дирижером, Илья Дербилов сегодня будет дирижировать концертом. Какое у вас впечатление о нашем оркестре и дирижере? I'm very impressed with the orchestra. I've spent 3 rehearsals with them, Мы 3 раза прорепетировали, и у меня впечатление очень хорошее. and they sound really wonderful. And I'm not saying that just because I'm here. They actually do sound И они на самом деле incredible. очень, звучание у них прекрасное. You should be very proud of your orchestra. I think it's a very. Мне кажется, it's a вы very должны fine гордиться orchestra. своим оркестром. One thing that's especially great for me is that in Canada, the number of violinists, string players on stage, are less than in your orchestra. So you've got a bigger string section than I get to work with in Canada. So Инструментальная секция в Канаде не такая обширная, как здесь. yeah, so that's really great. And Victor, who's playing Dreaming of the Masters, who's playing clarinet, he's just a wonderful clarinet player. Which is Виктор будет играть на кларнете сегодня, и я считаю, он очень хороший музыкант. And then Ilya and I have a really special bond, and he's really dedicated to making my music sound as good as it can, and I can't thank him enough for all his hard work. And Илья, я вообще не могу его, наверное, благодарить. Достаточно, что он сделал. У нас сложились очень хорошие отношения. Спасибо. Вопрос? Да. Алан, как бы вам хотелось, чтобы исполняли вашу музыку? Точно, как в симфонической музыке? Или это импровизация, как в джазе? Oh, that's a great question. That's a really good question. Отличный вопрос. I think my first love was jazz. My first love of music was jazz. Моя любовь — это джаз. And I think even in my orchestral music that's fully notated, there's still always a sense of jazz rhythm in the music. И в музыке я постоянно чувствую ритм джаза. So, and I also try in a classical orchestra to have a few moments where the orchestra actually can improvise. Я пытаюсь импровизировать, когда я играю. So in the piece on the Shoulders of Giants, towards the end, there's a crazy section where half the orchestra is improvising and half the orchestra is playing a brass chorale, and it's just a kind of a crazy moment in the И piece. когда мы играем произведения на плечах гигантов, мы Half the orchestra is improvising. и мы импровизируем. Много. Еще вопрос. Спасибо. Алан, нам известно, что вы приехали сюда не один, с семьей. Нам интересно, с кем вы приехали. И второй вопрос. Не холодно ли вам у нас? В марте в Канаде какая погода? Так же, как у нас холодно, дует ветер, или уже теплее? Yes, I came with my wife Krista and my daughter Kathleen. Я приехал с моей женой Кристой и дочерью Катлин.
Yeah, I don't think I see them yet. I think they're still Пока их не doing снимают. their hair and makeup. The weather here is exactly like Edmonton. И Exactly. погода здесь точно такая же, как и в Эдмонтоне. Yeah. I left the kind of snow that you had 2 days ago. That's what I left Edmonton. And Когда я уехал из Эдмонтона, столько же было снега, сколько здесь. so I apologize. I think I actually brought the snow with me. Я прошу прощения, кажется, я сам снег с собой привез. Ну вот, мы наконец поняли, откуда у нас такая снежная буря появилась. Ну ничего, мы любим снег, мы русские люди очень любим снег. Вопрос. Здравствуйте, меня зовут Софья, у меня такой вопрос. Что вам нравится в России и хотели бы вы еще раз сюда приехать? Oh, I would love to come again. I'm really having a great time. I had a great time when I went to St. Petersburg 5 years ago, and I'm having such a wonderful time. Actually, Ilya and I are talking about what we're going to do next. You know, so I'm talking about actually maybe writing a piece specifically for your orchestra. Но я очень люблю приезжать в Россию, и я с Ильей обсуждал уже, что мы будем дальше делать. Возможно, мы что-то напишем общее вместе. Дорогие ребята, у нас здесь совсем есть юные слушатели, есть постарше. Может быть, вы тоже что-то хотите спросить у Алана Гиллиленда. У вас есть уникальная возможность сегодня поговорить. Yes. Anybody who's so all the young people out here, how many of you are studying music? Молодые люди, кто из вас изучает музыку? All right, that's great. Good for you. Класс. Another one. So, one of the things that I think is really, really important, even if you're not wanting to be a composer, is that all musicians should do some composition. Все музыканты, даже если они не хотят быть профессиональными музыкантами, композиторами, мне кажется, они должны пробовать писать музыку все же. And it doesn't matter what style you're writing it in, it doesn't matter what genre. So, if you wanted to write pop music or rock and roll or jazz or classical music, just writing music makes you understand music so much better. И стиль музыки в этом случае не так важен. Пробуйте писать в любом стиле. Это поп-музыка, джаз, рок-музыка и так далее. Так, вопрос из зала. Добрый день. У вас когда-нибудь было такие трудности, когда вы сомневались в том, что вы выбрали именно этот путь? Every day. Каждый день. I think one of the things about being a musician is that it's all, every time you get on stage, it's a risk. And I think just pushing yourself all the time is what makes it worthwhile. I think if we only did what we thought was safe and what we knew was going to work, then we would never grow. And so just the fact that I'm always kind of taking the next challenge and never sitting back on the successes of before, I'm always kind of doubting myself. I mean, every time a new piece is played for the first time, I always think that's the time people are going to figure out I have no idea what I'm doing. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, я рискую. Но когда рискуешь, это рождает нечто новое. И нужно себя заставлять делать, заставлять в хорошем смысле этого слова. И только так будешь продвигаться вперед и писать хорошие произведения. Алан, мы знаем, что вы работаете в университете, вы много сочиняете, и у вас, наверное, совсем мало свободного времени. Но что вы предпочитаете делать в редкие минуты отдыха? Oh, I love watching movies. Я очень люблю смотреть фильмы. And I love film scores, like movie music. I love music. John Williams. John Williams, film composer. Музыкант Джон Уильямс, его фильмы. Спасибо. Наше время подходит к концу. Еще есть возможность, да? Давайте поинтересуем. Есть еще вопрос? Вадим,
Пишете ли вы музыку для фильмов? No, I haven't yet. I've done a lot of music for theater, and I've written a couple of musicals and operas, but nothing for film. In my city, it's too small. There's no film scene. I'd have to move to Los Angeles or New York or something like that. Нет, еще фильмы не писал, пишу в театр в основном и оперы. И что вы представляете, когда пишете музыку? Сейчас, Какие образы? Для того, чтобы писать для фильмов, нужно переехать в такие города, как Лос-Анджелес, крупные города. А Эдмонтон очень маленький город. Что вы представляете, когда пишете музыку? Какие образы в голове рождаются? What do I have in my imagination? It's a great question. It depends on the piece and what I'm trying to do, but I usually have a very clear idea of the pieces I'm writing, and I often like it when there's a story, like on the Shoulders of Giants and the ones I was talking about, where there's a story that's kind of driving the piece. I really like writing music that has a kind of a story that I can follow as I'm writing the music. Зависит от произведения, но, как правило, у меня какой-то есть сюжет, и я стараюсь его следовать, какая-то идея. But often for me, when I first am asked to write a piece, I kind of get a little spark of the original idea, and I kind of hear the piece off in the distance, and my job is to kind of walk through the fog towards the piece until I can hear it. Когда я пишу, я слышу какие-то идеи. В начале и в конце я как бы следую просто, как бы мне это ведет к написанию произведений. I got to go hear that. Одно из самых напоминающих это было Холл в Нью-Йорке. Дорогие ребята, может быть, вы еще о чем-то хотите спросить Алану, потому что, да, вот вижу, еще рука поднимается, потому что действительно это уникальный вопрос. Девушка спросила про интересные факты жизни. Интересный факт, сам по себе. Давайте сфотографируемся, а потом... Извините, пока дневнички. Ну, станет закрыт.